Рад всех снова приветствовать на моем канале. Как я и говорил, собирался выпустить небольшое количество роликов, коротеньких роликов, как, что и где и правильно фармить. Поэтому начну, наверное, с самого легкого. Этот способ фарма подойдет всем, как и трайбовым игрокам в огромных трайбах, так и соло игрокам. Фарм на самом деле очень простой. Все, что нужно будет делать, это проходить миссию, получать шестигранники, а уже за эти шестигранники вы сможете купить совершенно любой ресурс. Да, правда, для того, чтобы пройти эту миссию, вам понадобится гигантозавр. Подойдет даже прирученный гигантозавр с обычным седлом, но у меня выращенный гигантозавр, в принципе, довольно-таки тоже хороший. Поэтому я буду проходить на выращенном. Покажу вам, наверное, полный цикл прохождения этой миссии, но для того, чтобы поднять действительно хорошее количество ресурсов, думаю, нужно будет пройти эту миссию буквально парочку раз. Подлетаем к любому терминалу, свободному, незастроенному, так как их на карте, к сожалению, не так много незастроенных терминалов. Выбрасываем гигу, чистим терминал. Смотрим, чтобы никого нигде не было. Ну и, собственно говоря, подходим к терминалу, запускаем миссию. Будем проходить мы Велонозавра. Альфа-миссию, с нее дает больше всего шестигранников. Но помимо шестигранников всегда можно получить довольно-таки хорошие чертежи, хорошие предметы. Поехали. Полный цикл прохождения миссии. Миссия проходит довольно-таки очень легко. На выращенном гигантозавре это занимает буквально 5 минут. На обычном, возможно, займет чуть больше, минут 10-15. Но тоже еще зависит от того, как удачно заспавнится сам Велонозавр, потому что бывает он багается и приходится начинать миссию по новой. Ну, я думаю, много вы с этого точно не потеряете. Поэтому идем, проходим. Как только доходим до первого чекпоинта, у нас появляются следы. Просто идем по следам, буквально пройдем пару метров и появится уже первая стадия миссии, первая стадия Велонозавра. Вот и он, подсвечивается, мы его видим, подходим, пару раз укусили. Он начинает убегать. Ну, опять же говорю, пару раз укусил его я, потому что у гигантозавра довольно-таки большой урон. Вам, возможно, времени понадобится немножко больше на эту миссию. Все, он убежал, появились следы, идем по ним. Кстати, в чем плюс прохождения на гигантозавре? Во-первых, он перекусывает всех сразу же, моментально. А во-вторых, он не тонет ни в какой лужице. И ты не будешь плавать, пытаться найти, куда тебе правильно нужно идти, выплыть, так, чтобы мог кусать хорошо, удобно. Все, он снова побежал. Появляются следы, и идем за ним. Вот и следы, пошли. Как они, смотрите, все удачно заспавнились. Буквально все в одном месте. Кстати, для того, чтобы кусать немножко дальше, вам такой небольшой лайфхак. Поднимайте голову на гигантозавра вверх, и у вас радиус вкуса увеличивается. Практически закончили. Все. После того, как вы закончили миссию, у вас сбрасывает седла, вы получаете предметы. Можно, как я и сказал, фармить довольно-таки большое количество всего.
Но не всегда эти предметы хорошие и нужные. Выпало большое количество кругов-кошек, разные чертежи, ну и всякая кожаная ненужная броня. Предметы на седла, принты, конечно, мне не очень повезло. Пахиринозавр, чертежи, арбалет, кстати, довольно-таки неплохой, если вы соло игрок. Неплохой принт на щит, неплохой нагрудник. Ну а также здесь выпадают части тег брони. В этот раз мне не повезло, но так как хочется показать вам немножко больше, думаю, я пройду эту миссию еще буквально парочку раз. Но не буду показывать вам полное прохождение, буду показывать только лишь лут, который я выбил. Соответственно, после того, как вы прошли миссию, грабуете гигантозавра и летите снова на тот терминал, откуда вы начинали. Для меня это будет терминал, который я вам показал в начале. Довольно-таки легкое прохождение миссии. Ничего сложного, думаю, у вас вызывать оно не будет. Можно, кстати, также проходить на Моногарме, на Тенегриве. Тут уже на чем вам больше удобно. Ну, опять же, как и сказал, на Гигантозавре просто-напросто сделать это намного легче. Но забыл вам сказать основную часть. Получаем мы за эту миссию в районе 32-35 тысяч очков. На эти очки уже покупаем любой ресурс, который вам нужен. Ну, соответственно, на официальном сервере нельзя переносить элемент, поэтому элемент мы никак не купим. Но другие ресурсы в огромных количествах, чтобы вам не понадобилось. Прошли буквально пару миссий, забили полный дедикейт ресурсов. Вот как-то так. Смотрим дальше. Да, чуть не забыл. Основной аспект, чтобы вас не поймали, не загрифили, пока вы будете подлетать в перевесе и выбрасывать гигантозавра, выбрасывайте его немножко вверху, чтобы он уже падал, чтобы если вдруг вас снизу ждут турели, чтобы гигантозавр не достался противнику. Начинаем. Пошли дальше. После фарма настало время покупать ресурсы и начинать крафт. About our past, make a lash out. See with me, it ain't no worries at all.